Так, теперь представим в разрезе времени церковную жизнь до 1917 года и прочувствуем, какова она была. Именно прочувствуем, потому что будет и несколько расширенных биографий, но даже при перечислении фамилий, которые ни мне, ни вам ничего не говорят, но все равно мелкие штрихи биографии помогут представить то время. Одна отдельная биография какого-то священника – это ни о чем. А вот когда потоком и сквозь года, то это совсем другое дело. Для тех, кто изучает этот вопрос, то только прослушать материал и уже как будто бы там побывал. Во времена Российской империи главой православной церкви был сам император, который управлял церковью как одним из своих министерств. Духовенство тогда было особым слоем общества со своими правами и льготами. Они были неподсудны светскому суду, освобождены от налогов и призыва в армию. Священники и причт получали зарплату из казны, то есть государственного бюджета, а в школах преподавали закон Божий как обязательный предмет. Церковь занимала значительное место и в жизни селян. В храм приходили не только помолиться, но и послушать проповедь, узнать новости, пообщаться, покаяться в грехах и получить наставление на дальнейшую жизнь. Был такой Иосиф Хорват, это сын Ивана Хорвата, тогдашнего коррупционера. 1 декабря 1764 года императрица его помиловала, заменила казнь ссылкой в Вологду и сказала, что вернет ему конфискованное имущество после возмещения нанесенного им ущерба. Но потом Ивану Хорвату все простили, естественно. А в 1783 году генерал-лейтенант Иосиф Иванович Хорват купил село, назвал его Солоненьким и построил здесь деревянную церковь, конечно, во имя святого Иосифа. Этот храм упоминается с 1794 по 1798 годы. Но с 1799 года селом завладел вице-губернатор Павел Иванович Неверовский. И то ли на месте старого храма, то ли на другом он построил в 1803 году деревянную церковь на свои собственные средства с одним престолом во имя, конечно, святых апостолов Петра и Павла. На схеме Николая Васильевича Слесаренко церковь обозначена под номером 1. Стояла она за греблей на холме напротив села, и непонятно почему в 1913 году это место уже было обозначено как низменное и влажное. Рядом находились сторожка, усадьба священника и здание причта. Наличие жилья влекло за собой высокий уровень текучести духовных кадров, и не успев нагреть одно место, они уже подыскивали нечто лучшее. Церковь также имела во владении землю и леваду, 60 десятин в 2 верстах. Землю либо сдавали в аренду, либо обрабатывали сами. В 1913 году в Петропавловской церкви насчитывалось 3369 прихожан, 1677 мужчин и 1692 женщины. В приход также выходили Башмачка, Каменно-Зубиловка, Николаевка, Дмитриево-Михайловка, Концерополь, Васильевка, Леонтьевка, Бельчина и Дахновка с 3 штундами. Еще в 1721 году по указу Петра I церковные учреждения были включены в систему государственных органов, и все православное население Российской империи было приписано к церковным приходам по месту жительства. Нужна была уважительная причина, чтобы совершить обряд в церкви не по месту приписки, поскольку это вопрос финансов, и священники за этим строго следили. Таким образом, мы подошли к такой интересной теме, как формирование дохода храма. Для справки. Средняя зарплата рабочих в те времена составляла 20-30 рублей. Подпоручик армии получал 70 рублей. Цены были примерно такими. Курица живая 70 копеек, цыплята пара 60 копеек, килограмм мяса 46 копеек, молоко 8 копеек за бутылку. При этом доход церкви Петра и Павла за 1913 год составлял от земли 720 рублей, карнавка 600 рублей. Кружка карнавка находилась в храме или кто-то стоял с ней перед входом. В рассказе Коцюбинского «Пятизолотник» как раз говорится о том, как бабушка положила в карнавку свое сокровище, которое хранила 30 лет. Дальше. Капитал церкви 5418 рублей 71 копейка. Это доход от благотворителей, продажи свечек, оброчные статьи, это сдача имущества в аренду и проценты по капиталу, размещенному в банковских ценных бумагах. И капитал причта, это пожертвование и плата за выполнение треб,
То есть крестины, венчание, панихида 200 рублей. Так что на месяц получилось 578 рублей 23 копейки, что не густо для такого большого прихода. Впрочем, церковнослужители еще получали зарплату и другие выплаты из казны. Также надо помнить, что по давно сложившейся в Российской империи традиции не все доходы духовенства, особенно за требы и молебны, фиксировались в церковной бухгалтерии. Поэтому в действительности сумма доходов была значительно больше. Согласно правилам Синода от 1887 года, весь доход делился на 6 частей. Священник получал половину, диакон треть, а псаломщик 1/6. Теперь, собственно, что мы знаем о священнослужителях Петропавловской церкви. За более чем 100 лет сквозь нее прошли сотни людей, и не все имена, конечно, сохранились для истории, но кое-что имеем. А нам интересно, как всегда. Не только имена, но и детали жизнеописаний церковнослужителей, потому что те люди имели дело с нашими праотцами, крестили их, женили, провожали последний путь, читали им проповеди и влияли на их мировоззрение. Первым известным нам священником Петропавловской церкви был Василий Дьяковский, которого в 1872 году избрали на должность председателя выборного суда. Но 1 января 1873 года место священника в Соленом уже свободно, а в 1877 году Дьяковский упоминается как благочинный в Павлоградском уезде и священник Покровской церкви села Самойловка того же уезда. В 1883 он попросил перемещения в Архангело-Михайловскую церковь села Вязовка Павлоградского уезда на вакантное настоятельское место. Сын его тоже пошел по духовной ниве. Александр Васильевич Дьяковский, 1870 года рождения, оставил духовную семинарию после 2 класса и в 1908 служил штатным диаконом в селе Никольское на Днепре. После этого остался вдовцом и растил сам детей 13 и 11 лет. Но в диаконах Александр не задержался. В том же году он стал священником в селе Новогригоровка Вертинепровского уезда и оставался там, по крайней мере, до 1913 года. Там же родились его 2 сына Василий и Николай, которые участвовали в Первой мировой войне, то есть не пошли по стопам отца и деда. Самокатчик, это веловойска, Дьяковский Николай Александрович был даже награжден в 1916-м Георгиевским крестом 4 степени, солдатский. В каждую церковь назначались опекуны, которые решали вопросы пожертвований. 24 января 1874 при Петропавловской церкви председателем опеки утвердили на 3 года селянина Михаила Голуба и 7 человек выборных членов. В этом же году, 27 сентября, священник Петропавловской церкви Игорь Бенников пишет докладную записку в Екатеринославскую духовную консисторию, где он жаловался на диакона Н.Б., который нечасто находился в приходе и на рабочем месте. Реакция была неожиданная. Его преосвященство на это постановил напечатать в епархиальных ведомостях и объявить духовенству Екатеринославской епархии, чтобы они не обращались к епархиальному начальству с доносами и жалобами на плохие поступки духовных лиц, минуя своего ближайшего начальника благочинного, и чтобы благочинные, принимающие такие доносы, давали им дальнейший законный ход только после проведения следствия на месте. Летом 1876-го редакция епархиальных ведомостей собирала средства на христиан, пострадавших в Боснии и Герцеговине во время восстания против Османской империи. И уже другой священник Александр Павловский дал на это дело 6 рублей серебром, собранных у прихожан. На фото это не Павловский, а какая-то церковно-приходская школа. Также Павловский работал законоучителем Солонянского и Башмачанского училищ, школ. Что-то с башмачкой не сложилось, потому что в 1879-м инспектор народных училищ Екатеринославской губернии ходатайствовал, чтобы Павловского уволили из должности законоучителя Башмачанского сельского училища. Но не за плохого преподавания вытурили священника, поскольку при осмотре народных сельских училищ Екатеринославского уезда осенью 1882 года комиссия отметила его как весьма усердного, преданного народной школе и стоящего за ее учебно-воспитательный аспект.
Успехи детей по закону Божьему оказались достаточно неплохими, и за это священника Павловского наградили набедренником. Это часть церковного облачения в виде прямоугольника, носящегося на длинной ленте у бедра. Через 6 лет отца Александра отблагодарили еще и скуфией. Это небольшая круглая черная шапочка на голове, которую можно складывать. Также Александр Павловский отмечался как один из священников, который прочитал большое количество проповедей по печатным пособием. И не просто прочитал, с искренним усердием и рвением. В марте 1883 Павловскому и прихожанам Солоненкова объявили архипасторское благословение. Его святейшество за заботу и быстрое приобретение из собственных средств всяких вещей вместо похищенных. Потиры – это литургическая чаша для освящения вина и принятия причастия. Дискоса – это священный сосуд, на котором священник складывает все вырезанные части проскуры. Звездицу – это 2 крестом соединенные дуги, символизирующие Вифлеемскую звезду. И лжицу – это ложка для причащения мирян. Осенью 1893 Павловский был награжден еще и наперстным крестом, но уже как священник села Карнауховка Екатеринославского уезда. Всем нам известно о братьях Абраме и Германе Бергманах, немцах по происхождению, менонитах по вероисповеданию. Епархиальные ведомости посвятили им целую статью, где отмечали, что немец в большинстве случаев эгоист, если оказывает материальную помощь, то только своим немцам и исключительно единоверцам. Но Бергманы изредка откликались и на нужды православной церкви. Потребовался материал для фундамента храма, и братья дали по 5000 кирпичей. Причина, вероятно, лежала в дружеских отношениях со священниками, потому что церковь располагалась на их территории в экономии Бергманшталь. Как мы уже отмечали, приход Петропавловской церкви не считался богатым, еле хватало средств на уплату взносов в епархиальные учреждения. Причина была и в том, что Солонянский приход был слишком широк, и приписанные к нему села отстояли от храма на расстоянии 10, 12 и 15 верст. Поэтому селяне оттуда нечасто посещали богослужения, что влияло в первую очередь на доход с Карнавки. Тем временем потребности церкви с каждым годом росли. Краска как снаружи, так и снутри облупилась, старая изгородь почти лежала на земле. В 1889-м священник решился выпросить у епархиального начальства разрешение, чтобы послать в ближайшие уезды доверенных лиц с Карнавкой, и сообщил об этом громаде. Громада нашла такое старцевание недопустимым и пообещала отремонтировать церковь. Но сбор средств откладывался на неопределенное будущее, а храм так и стоял облупленным и с обветшалым забором. Дело было в том, что Солонянская громада была и так обременена долгами по уплате за землю, которую они приобрели в собственность. Тогда Герман Абрамович Бергман вызвался покрасить храм и устроить изгородь. Весь ремонт обошелся ему в 1000 рублей. За это он потребовал закрыть корчму на 6 лет, но закрыли ли корчму по факту неизвестно, потому что держали эти заведения тоже не последние люди на селе. Что Солоненькому не хватало, так это церковно-приходской школы. Духовенство из-за этого горевало и время от времени ставило вопрос, чтобы устроить учебное заведение, которое носило бы религиозно-нравственный характер в духе православия, потому что придать такой характер школе не был способен ни один священник, ведь он ограничивался лишь преподаванием закона Божьего. В те времена были одноклассные, двухгодичные и двухклассные, 4-годичные, а с начала 20 века 3-годичные церковно-приходские школы. В одноклассных изучали закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику, чтение. В двухклассных школах, кроме этого, изучалась история. Обучение осуществляли священники, диаконы и дьячки, а также учителя и учительницы, окончившие преимущественно церковно-учительские школы и епархиальные училища. Это была борьба за юные умы, о чем мы говорили уже в каком-то видео. Рождается новый человек, и надо ему забить мозги. И тут соревнования, кто первый, или государство в земской школе, или церковь в своей приходской. В июне 1890-го место священника Петропавловской церкви снова освободилось. Объявили вакансию. Прихожан мужского пола 1220 душ, земли пахотной и левады 60 десятин, казенная плата священнику и псаломщику каждому по 192 рубля в год. При церкви есть причтовое помещение,
Но никто на вакансию особо не стремился из-за того, что а. приход бедноватый, б. Солоненькая считалась глухоманью, поскольку Тернослав тогда заканчивался на улице Гоголевской, сейчас это улица Гусенко. В 1892 году священник Петропавловской церкви Михаил Алексеевич Аркатовский, выпускник Симбирской духовной семинарии, но через 2 года он уже перемещается в село Илирия славяно-сербского уезда и там становится благочинным. 26 августа 1902 Аркатовский уже переезжает в село Лозоватое Верхнеднепровского уезда, но не из Илирии, а из Тамаковки Катеринославского уезда. С 1911 он священник Николаевского молитвенного дома в селе Веровка Бахмутского уезда. В 1898 уже обшарпался, дальше некуда и дом священника. Стал извечный вопрос, кто будет его ремонтировать. И вот не кто-нибудь, а сам земский начальник, кто-то такие мы с вами уже разобрались, представил на Екатеринославском губернском собрании решение Солонянского, Башмачанского I, Башмачанского II, Концеропольского, Васильевского и Леонтьева Дахновского сельских громад ходатайство выдать суду из сусликового капитала 1200 рублей на строительство в Солоненьком дома приходского священника. Просьбу удовлетворили и выдали суду без процентов на 6 лет. Сусликовый капитал – это такая смешная для нас и трагическая для сусликов натуральная повинность, которую налагали на каждого землевладельца как обязанность истребить по одному суслику из каждой принадлежащей ему десятины земли. Сусликов выгоняли из нор водой, а затем убивали. Кто не хотел этим заниматься, платили налог. Сусликового капитала выдавали потом суды под проценты и без них. В 1895-м епископ Екатеринославский Таганровский Преосвященный Владимир Шимкович обратился к начальнику губернии с письмом, в котором отмечалось, что приход Солоненького и Башмачки особенно страдает от сектантства из-за расположенных вблизи колоний немцев-меннонитов. Сектантами тогда считали всех неправославных, а каждый новообращенный представлял примерно такую расписку. Я, ниже подписавшаяся, поселянка Екатеринославской губернии и уезда Мария Грозо, даю эту подписку причту Петропавловской церкви села Солоненького Екатеринославского уезда в том, что выражаю искреннее желание присоединиться к православной церкви и через святое таинство миропомазания и после присоединения к ней быть в ее послушании всегда неизменно. Эту мою подписку по моей просьбе свидетельствует по причине моей безграмотности селянин села Солоненького Даниил Колодченко, 1897 год, ноября 8 дня. 23 июля 1895 был рукоположен в священники в село Солоненькое студент Харьковской духовной семинарии Александр Андреевич Недригайло. Это был преэнергичнейший молодой человек. Через 2 года состоялся миссионерский съезд, где вчерашний студент вошел в его состав от Екатеринославского уезда как председатель Волосского миссионерского комитета. А в августе 1897 отца Александра назначили следователем 2-го округа церквей Екатеринославского уезда. В 1900 году его уже наградили набедренником, а к 11 мая 1902 года памяти святых Мефодия и Кирилла, первоучителей славянских, книгой «Библия» от Святейшего Синода за особый труд, усердие и ревностное отношение к благоустройству школы грамоты, которой он заведовал в Солоненьком. Наверное, отчаявшись пробить церковно-приходскую школу, Недригайло устроил школу грамоты. Это 2-летнее учебное заведение, находившееся в ведении Синода. Там учили элементарным навыкам, а обучение ограничивалось заучиванием молитв, умением считать, писать и считать. Из-за того, что такой активный и перспективный священник отсутствует в дальнейшей епархиальной жизни, то, вероятно, это именно он участвовал в русско-японской войне. Сначала на броненосном крейсере «Адмирал Нахимов» в мае 1903, а затем судовым священником на эскадренном броненосце «Александр III», принявший участие в Сусимском сражении и затонувший 14 мая 1905 года. Никто из команды не спасся, в том числе судовой священник Александр Недригайло.
В 1897 году епархиальное начальство поблагодарило прихожан Петропавловской церкви села Соленого дворянина Степана Михайловича Слоновского, землевладельцев Абрама и Григория Бергманов и Захарьева за пожертвованные ними колокола в указанную церковь стоимостью в 414 рублей 23 копейки. Штаб-ротмистр Слоновский владел имениями возле села Васильевка Слонянской волости и села Николаевка Федоровской волости. Кто такой Захарьев, непонятно. Были землевладельцы Захарины в Екатеринославском уезде, может, кто-то из них. В этом же году в приходе Петропавловской церкви временно жил селянин Березовки Дмитриевского уезда Курской губернии Константин Комаров, пожертвовавший еще и паникадило стоимостью 190 рублей. И вот мы подобрались к такой незаурядной личности, как Прокопий Тимофеевич Драгожинский, который родился в 1879 году в семье псаломщика села Дмитровка Павлоградского уезда. Отца его, уже как заштатного псаломщика Покровской церкви села Орловщины Новомосковского уезда, сам император по предоставлению Святейшего Синода в 1901 году наградил за 50-летнюю службу золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее на Анненской ленте. Старший на 7 лет брат его Тимофей Тимофеевич Драгожинский окончил Екатеринославскую духовную семинарию, и 27 мая 1890 года умирает псаломщик Софиевской церкви города Нахичевани Марк Драгожинский. Поэтому Прокопий в 1892 году после окончания духовного училища совсем не случайно направился в ту же церковь на место Марка. В 1899 Прокопий Драгожинский окончил Екатеринославскую духовную семинарию и сначала служил в Соленом диаконом, а 29 июня 1901 года его рукоположили на иерея Петропавловской церкви. Как раз в это время в Соленом находился художник Василий Аникевич Строменко, 1880 года рождения. Но, к сожалению, отношения двух молодых людей не сложились. Василий Аникевич дружил с Дмитрием Яворницким и многими известными личностями, занимался археологией, то есть чувствовал себя в центре событий. Строменко писал копии картин для храмов, в частности Покровского, однако мы не находим упоминаний, чтобы он что-то написал для Петропавловской церкви. Но бабушка Василия полюбила молодого священника и хорошо к нему относилась. К сожалению, имя бабушки не сохранилось для истории, потому что знаменитый внук в письмах ни разу не назвал ее имя. Создается впечатление, что Василий Аникевич при встречах со священником каждый раз придирался к нему, демонстрировал свой атеизм и критиковал священное писание. Так, 25 февраля 1902 года Строменко пишет Яворницькому із Соленого. «Дома все благополучно, піп притих, разів з 3 приходилось спіткатися з ним, так Гаспед зразу і вшивається». В то же время он описывает с восторгом своей встречи с неким священником Васильковським із Нікополя. Це перший піп із тих, що мені доводилось бачити, що з ним можна балакати як з чоловіком. Він так розумно дивиться на науку і так підкопується під святе писання. Ну, оставим в скобках, что это за священник, который подкапывается под священное писание. 20 декабря 1902 года Строменко описывает Яворницькому с его точки зрения забавний случай. «Завелись у нас із бабою богословські диспути, ось з якого побиту. Оце на днях та ходив піп з молитвою, а в нас саме баба була. І тільки ото побачила, що він до хати наближається, та зараз до мене. Гляди ж мені, як увійде батюшка, то ти як слід з ним привітайся, благословення візьми». А я прямо з жартів і ляпнув. «Підіть, кажу, та заверніть його, щоб не йшов, а то їй Богу вижену». Мати так і замерла, а баба хвилин кілька стояла нерухомо, мов скам'яніла. Я побачив, що наробив шелесту, та й вившив у другу хату. При Драгожинском 21 января 1904 года пришлось вновь отличиться наследственному почетному гражданину Герману Бергману. Епархиальное начальство выразило ему благодарность за пожертвование в 200 рублей на покраску внутри Петропавловской церкви. Отец Прокопий в Соленом и женился на Варваре Васильевне Семеновой, 1885 года рождения, родом из Гришина Бахмутского уезда. Потом это назывался Красноармейск, а теперь Покровск. Имели Драгожинские 3 детей.
детей – 3, 5, 8 годов рождения. 2 из них звали Василий и Вера. Когда в 1905 году в Соленом происходили революционные заварухи, о них мы еще расскажем подробнее, и верховодил в них Василий Никитич Строменко, то нет и упоминания, чтобы отец Прокопий принимал там какое-то участие. В конце 1905 года он навсегда покинул Соленое и переместился в Свято-Николаевский храм, находившийся на вокзале станции Гришина Екатерининской железной дороги с достаточно приличным жалованием. На этом фото мы видим справа дом священника, часть строения бывшей церкви. На этих фото мы видим, как выглядела Гришинская церковь в начале 20-го столетия. Здесь в центре Василий Котляревский, которого Прокопий Драгожинский сменил в 1905 году. Итак, условия в Гришино были суперские. Если другим священникам из казны платили не более 200 рублей в год, то отец Прокопий получал от управления Екатерининской железной дороги 900 рублей в год, а его псаломщик 300. Также он становится законоучителем Гришинского двухклассного железнодорожного училища. Именно в Гришино отец Прокопий начал себя проявлять и вскоре после переезда отстоял от виселицы каких-то Лунева, Ягзюзова и Кутова. 21 сентября 1909 года Драгожинский принимал участие в съезде духовенства Екатеринославской епархии в качестве делопроизводителя. В 1913 году его наградили скуфией, а через 5 лет после Октябрьского переворота арестовали на 3 недели как контрреволюционера. Затем Прокопий Тимофеевич присоединяется к обновленческому течению, раскольническое такое движение, возникшее после февральской революции 1917 года. Обновленцы декларировали обновление церкви, демократизацию управления и модернизацию православного богослужения. При этом выступали за полную поддержку советского режима. Подробнее мы еще поговорим об обновленцах. Как видите, планов много, поэтому я создала этот канал. В 1923 году храм Гришина закрыли, а здание переоборудовали под клуб железнодорожников. Через 2 года отец Прокопий принимал участие в работе Украинского поместного собора в Харькове как делегат от Донецкой епархии, а в 1928 Московского поместного собора от Украинского священного синода. Имел он от Украинского синода 4 награды: палица, это крест с украшением, митра и сан протопресвитера. Но потом Московская патриархия аннулировала все эти заслуги от обновленчества. В 1931 году Свято-Николаевский храм возродил свою деятельность, но уже в частном доме. Старостой этой церкви была Варвара Васильевна. Таким образом, благодаря феноменальности Драгожинского, церковь Гришино просуществовала вплоть до 1938 года. После того, как коммунисты прекратили ее деятельность, Прокопий Тимофеевич работал по 2 месяца счетоводом артели рабочей и на пивном складе, откуда был уволен по сокращению штатов. Когда пришли немцы в 1941 году, то жители Красноармейска просили отца Прокопия скрыться, но он ответил, что от своего народа бежать не собирается. В ноябре 1941 немцы Драгожинского назначили опять настоятелем Николаевского храма в Красноармейске, кроме того и благочинным. По району он открыл 11 церквей и обеспечил проведение там службы. Комендатура Красноармейска давала указания проповеди произносить только на украинском языке. В 1943 вернулся советский режим и начались репрессии. Драгожинский с женой были сразу же арестованы за сотрудничество с немецкими властями. Специальная коллегия областного суда Сталинской области приговорила его к лишению свободы сроком на 10 лет с конфискацией личного имущества. Драгожинский написал кассацию, и дело было направлено на пересмотр. Весь городок стал на защиту своего священника. Свидетели рассказывали, что церковь помогала выжить как жителям Гришина, так и пленным красноармейцам. Прихожане собирали для них деньги, готовили горячую еду и носили в лагерь военнопленных. В своем последнем слове Драгожинский сказал: «Мое дело было прослушано с вниманием, я был неплохим священником и не был предателем. Я собирал помощь семьям фронтовиков, все мои прихожане будут вспоминать меня как неплохого священника. На продолжении 40 лет я своей работой не причинял вреда народу. Когда прибыли немцы, я жил как обыватель. С их приходом они меня обязали работать по своей специальности.
Я люблю свою родину и молился за нее, молился за ее воинство и с этим ухожу со сцены. Я теперь себя плохо чувствую после первого суда, я сильно заболел. Я уже стар и чувствую беспредельную слабость. Я хочу сказать, что у меня нет совсем здоровья, учитывая все это и сознавая, что жить мне осталось мало, я прошу суд дать мне, старику, хоть умереть спокойно. Я уверен, что вы, граждане, все это сознаете, и то, что я ни в чем не повинен, и вынесете оправдательный справедливый приговор. И произошло невероятное. Судебная коллегия оправдала как Прокопия Тимофеевича Драгожинского, так и его жену Варвару Васильевну. Дальнейшая их судьба неизвестна. Дело его осталось на оккупированных территориях, и даже, говорят, там есть его фотография. Я написала электронное письмо Владимиру Николаевичу Никольскому и спросила, нет ли у него фото Драгожинского. Но Никольский тоже сейчас находится на оккупированных территориях в Донецке и мне не ответил. А мы возвращаемся в Соленое. Это, кстати, настоящая печать Петропавловской церкви. Она была на документе, который нам предоставили Моцные. Это чудесная семья, о них мы еще тоже расскажем. 25 марта 1906 года рукоположен в священнике Петропавловской церкви псаломщик из села Воскресенко Александровского уезда, учитель закона Божьего Иоанн Николаевич Максимович, 1882 года рождения. Через 4 года он уже переместился в Андреевку Александровского уезда и находился там до 1913 года на казенном жаловании 115 рублей в год. А 8 августа 1910 года из Александрополя Екатерининского уезда в Соленое приехал выпускник Екатеринославской духовной семинарии Николай Васильевич Новиченко, 1879 года рождения, на казенную плату 294 рубля в год. В 1912-м отца Николая наградили набедренником, а 4 августа 1912-го епархия объявила ему, а также селянам Науму Строму и Сильвестру Остапченко благодарность за то, что они побуждали прихожан к пожертвованию на приобретение колоколов 600 рублей и чаши 60 рублей. Также благодарность высказали мещанке Александре Шлянровой за пожертвование церковной утвари на 96 рублей. В 1913-м Николай Новиченко переместился в Екатеринослав. Отец его Василий Васильевич, 1855 года рождения, был псаломщиком-диаконом в селе Пушкаревка. И 21 августа 1913 он был уволен за штат и вскоре умер. Поэтому в 1916-м жена его Наталья, как вдова диакона Василия, и ее дочь Мария получали пенсию от епархии 12 рублей 50 копеек в год. Пенсию получал и 37-летний сын ее Новиченко Николай Васильевич как заштатный священник в размере 33 рубля 33 копейки. При этом он работал еще и законоучителем частной гимназии Риммы Федоровны Ващук, Троицкая 8, и в частном женском училище Софии Ивановны Степановой, Казанская 1, а проживал на улице Юрьевской, потом это улица Шпендяка, сейчас Троицкая, в собственном доме. 18 августа 1913 в Соленое прибыл на священническое место преподаватель закона Божьего, начальных училищ города Екатеринослава Макарий Аврамов. В мае 1915-го епископ Екатеринославский и Мариупольский Преосвященнейший Агапит ездил по селам для осмотра церквей и школ. Соответственно, в воскресенье 31 мая 1915-го в Петропавловской церкви была проведена торжественная литургия вместе с Агапитом. А 4 ноября 1916-го Макарий Аврамов уже переместился в Натальевку Александровского уезда, но и там не задержался, а через год поехал служить в Михайлово-Лукашово того же уезда. А в Соленом образовались вакансии, которые никто не торопился занять. Екатеринославские епархиальные ведомости разместили следующее объявление. При Петропавловской церкви села Солоненького с 4 ноября 1916 года по штату предусмотрены священник и псаломщик. Прихожане мужеского пола 1730 душ, жалование 400 рублей, причт пользуются процентами по капиталу в 200 рублей, земли причта или вада 62 десятины, 1568 квадратных саженей. Квартира есть, но не совсем отремонтирована. Некоторое время священником здесь подвязался знакомый нам Иоанн Максимович, но в течение 1917 года это место снова оставалось вакантным. Теперь посмотрим на остальной причт. Во-первых, это диаконы.
помощники священника при совершении церковной службы. Самостоятельно стоять на христианском собрании и совершать таинства они не имеют права. Нам известен только один диакон, Федор Некрасов, 1851 года рождения, бывший студент Орловской духовной семинарии. С 10 октября 1889 года Некрасова назначили в Соленое сначала псаломщиком, а в 1895 он был рукоположен в диаконы. В 1901 году Некрасов переехал в Романково и, по крайней мере, до 1913 работал там с казенным жалованием 54 рубля в год. Псаломщики – это служители православного храма, которые поют и читают на клиросе. Нам известны такие псаломщики Петропавловской церкви. Петр Максимович Лятков, 1883 года рождения, служил в Соленом с 1902 по февраль 1908 еще парубком. Затем переместился псаломщиком в Благовещенскую церковь города Екатеринослава, это внизу улицы Рабочей, с довольно приличным казенным жалованием 300 рублей в год и оставался там, по крайней мере, до 1913. Сын его Лятков Григорий Петрович родился в 1910 в Екатеринославе, участвовал в немецко-советской войне в звании майора и погиб в 1943. Жена его, Трофимовская Лидия Ильинична, была, вероятно, дочерью священника Ильи Ивановича Трофимовского, который до революции служил в селе Никольское на Днепре. И второй нам известный псаломщик – это Григорий Максимович Паскевский, 1876 года рождения. Он приехал в Соленое из Таромского и служил здесь псаломщиком, по крайней мере, с 1906 по 1913, с казенной оплатой 98 рублей в год. В 1906 у него родился сын Паскевский Федор Григорьевич, принимавший участие в немецко-советской войне в звании полковника интендантской службы. Относительно просфорни, то известно лишь, что в 1908 специальные хлебы для богослужения, проскуры, артасы и тому подобное пекла селянка Иулиания Яцуненко. В 1913 проскурня почему-то не упоминается. Церковные старосты выбирали рядового прихожанина, человека из мирян, занимавшегося хозяйством церковной общины. Староста также наблюдал за сохранением церковного имущества, поддержанием порядка в храме и на прилегающей территории. Обычно были это очень уважаемые люди. Известны следующие назначения старост церкви Петра и Павла. В 1887 Мамонт Остапченко, в 1890 Ефим Игнатенко, в 1896 Данила Колодченко, в 1900 Василий Гордиенко, в 1912 Прокопий Еременко, который в 1913 году продал 8,5 пудов свечек. Как видим, быть священником было весьма неплохо во времена Российской империи, зарплата с казны, плюс селяне несли, если не деньги, так курей и гусей за обряды. Перемещались служители церкви много, искали лучшее место, потому что жилье им обычно предоставлялось. Но если священник находил хорошее место, то сковырнуть его оттуда было нереально. Мы еще таких встретим. Дети церковных служащих часто тоже шли по духовной линии, потому что с пупенка знали все обряды, и им легче было получить высшее образование, пусть и духовное. Опять же, социальная защита. Как мы видим, вдов детей не бросали. Но за эти все пряники, как государевы служащие, церковники проводили в жизнь царскую политику. Что произошло с Петропавловским храмом и церковной жизнью в советские времена, нам расскажет Николай Васильевич Слесаренко. Мы предоставим 4 отрывка из его воспоминаний моим детям и внукам. Заранее скажем, что Жиженко – это состоятельный собственник, довольно развитый всесторонне, которого в 30-е годы советская власть репрессировала. А Залужный Степан Данилович, зав. Солонянским РФО, о нем мы говорили в видео об отрядах НКВД. Отрывок 1. Итак, на входе в село слева горишний сад и здание райисполкома, бывшее имение Абрама. Напротив, то есть справа при въезде, была церковь. Церковь была деревянная, одноглавая. Отдельно была расположена звонница, и там же было жилье для звонаря или попа. Церковь была ограждена красивой металлической оградой, и там же был небольшой скверик. В общем, было довольно красивое окружение. Дальше от церкви на запад шла улица, один ряд хат. Их там было не так и много, может быть десятка 2-3. Земля там была хорошая, и у всех были прекрасные сады. Эта улица получила название театральной, когда построили театр.
А дело было в том, что где-то в 1934-1935 годах у нас в стране пошло огульное разрушение церковных обрядов и церквей. И тогда церковь полностью разрушили. Однако же надо было предложить что-то новое, как-то занять людей на досуге. И тогда решили построить театр. Он располагался прямо против церкви, строго на юг, то есть занимал земельный участок от улицы Театральной до улицы Кирова. Второй отрывок. Наступали пасхальные праздники, где-то на вербной неделе полагалось идти в церковь и отпускать грехи или на причастие. Пришла бабушка Ивга, она еще окончательно не определилась в Днепропетровске, потому довольно часто приезжала к нам. Договорились, что она утром рано-рано идет со мной в церковь светить воду и брать вербу. Это где-то начало апреля. Вечером при свете каганця идет подготовка к Пасхе. Пекут пироги, пасхи, варят компоты и другое. Нам, детям, это особенно радостно и интересно. Потом готовятся узелки для того, чтобы осветить в церкви. Но это еще не Пасха, а только верба. Хотя нет, это как раз в канун Пасхи, потому что из церкви приходили и всех били вербой и приглашали разговляться, то есть кушать сало и Пасху. Утром бабушка будет меня, а мне так хочется спать, но я вижу, что бабушка уже одета и начинаю сам одеваться. Бабушка решила взять меня первый раз в церковь, так как считала, что с такого возраста, 6 лет, уже нужно приобщать и к религии, и ко всему мирскому. Хотя наша семья никогда не была набожной и самого Бога не признавала, но учение Христово почиталось. Всегда вспоминались его проповеди о спасении души, о честности, порядочности и другие морали. По этим законам всегда и жили. Любимая заповедь была – это добывать хлеб насущный в поте лица своего, поэтому, как бы ни было трудно, из нашего семейства никогда не выходило ни воров, ни разбойников. Мы выходим с бабушкой из хаты, на дворе еще темно, холодно, сильный ветер. Особенно сильно дует ветер, когда мы с бабушкой проходили по гребле возле ставка. Там из самой воды вдоль всей гребли растут вербы. Ветер их сильно колышет, нагибает до самой воды. На вербе еще нет листьев, но уже только-только появляются почки. Чуть-чуть раскрываются и высовываются из почек кусочки зелененьких листьев. На ветру в ветках вербы какой-то вой и вообще довольно жуткая картина. Но бабушка меня крепко держит за руку, да еще и люди идут где-то впереди, то сзади, все спешат в церковь. Идти довольно далеко. Церковь располагается на другом конце села, возле имения Абрама. Подходим к церкви. Я с трепетом в полутьме рассматриваю все кругом. Саму церковь я не могу рассмотреть, так как еще полумрак, но запомнилась какая-то строгая белая постройка. Вокруг церкви металлический забор на каменных столбиках. Узор ограды очень красивый. Это я рассмотрел довольно хорошо, ведь ограда была намного ниже самой церкви, купол которой прятался в утренней темноте. Возле церкви тоже много людей, слышны разговоры полушепотом, каждый о чем-то хвалится. Здесь много бабушкиных знакомых, но чувствуется какая-то напряженность, коллективизация еще свежа в памяти. В самой церкви горят какие-то огоньки, там слышно тихое пение. Несколько раз между людьми проходит диакон. Он о чем-то говорит с людьми, на что-то отвечает, раздает свечки. Мы с бабушкой тоже взяли по одной свече. Другие люди берут и больше. Для меня вся эта обстановка какая-то таинственно-торжественная. Потом открываются ворота, и мы заходим со всем людским потоком в церковь. Там также полумрак, горят отдельные свечи, где-то тихо поет хор. Люди все выстраиваются в центре церкви. Я только и запомнил, как все одеты очень строго, больше в черно-белых одеждах. Впереди какой-то помост, возвышение. Бабушка говорит, что там батюшка. Потом через некоторое время снова появляется диакон, что-то причитает, подпевает какую-то молитву. Слышно, как люди бросают мелкую монету в какой-то таз, что стоит посреди церкви. Мы с бабушкой тоже что-то бросаем. Потом диакон подходит к нам и что-то записывает и разговаривает с бабушкой. Как потом я понял, это записывали всех впервые причащающихся. Я кругом рассматриваюсь, и чувство мне такое, будто я где-то на небесах. Это ощущение создается всем убранством в церкви и различными картинками на тему рая и ада. Потом вышел батюшка, он одет уже в позолоченные одежды и начал читать какие-то проповеди. Периодически люди становятся на колени и бьют поклоны. Хор поют сильнее и сильнее, потом снова все входит в спокойное русло. Я на колени становиться не хочу, хотя бабушка дергает меня за руку. Рядом стоит какой-то дедок и шепчет бабушке, что маленьким можно и не вставать на колени. Креститься я тоже еще не умею, хотя дома меня и тренировали.
Потом батюшка сошел вниз и начал ходить между людьми с кадилом. Рядом какой-то священнослужитель носит чашу с вином и поднос с просфорами. Это такие хлебцы. Потом батюшка подходит к нам, дьякон ему что-то говорит. Батюшка что-то говорит бабушке, и она берет меня за руку, притягивает меня к себе, и нас вместе батюшка накрывает каким-то покрывалом, начинает читать молитву. Я ощущаю какое-то таинство, трепет в душе, какой-то святой запах от покрывала. Потом батюшка открывает нас, я вижу, как он делает крестом в руке крестное знамение, машет кадилом и что-то бормочет. Крест поблескивает своим орнаментом, как и кадило своими цепочками. Приятный запах разливается вокруг. Потом батюшка дает целовать крест бабушке, потом дает целовать крест мне. После этого мне дают ложечку вина из вазы, я ощущаю сладко-горьковатый привкус какой-то красной тягучей жидкости. Мне кажется, что это очень вкусно, но слишком мало, я ничего не успел разобрать. Потом мне дают просфору и 3 веточки вербы. Батюшка уходит дальше, а у меня появляется чувство свободы и легкости. Хор поет что-то торжественное, и я почти ощущаю, как поднимаюсь в небеса. Бабушка берет меня за руку, что-то говорит, улыбается, а я никак не могу отделаться от торжественного состояния. Таким образом, батюшка обошел всех людей, возвратился на помост и снова прочел какие-то молитвы, поразмахивал кадилом и крестом, что-то пожелал, и на этом его молебен закончился. Мы с бабушкой вышли из церкви. Кругом люди, все возбуждены, веселые, улыбаются, целуются. На звоннице звонит колокол, какой-то веселый перезвон, на улице уже светло. Мы идем с бабушкой домой. На гребле нас снова обдувает холодный поток воздуха. Бабушка мне говорит, что это от того, что здесь ставок, а возле воды ветер всегда сильнее. Приходим домой, а в хате все еще дремлют или делают вид, что спят. Я беру ветки вербы и начинаю всех стягать с приговариванием. Это меня научили делать еще раньше, до церкви. Присказка сводится к следующим словам. «Верба б'є, не я б'ю. За тиждень Великдень». Ну и дальше я забыл строчку. Что-то в том роде, что вставай и червону крашаночку раздавай. Потом все встают, общий шум и гам в хате, и начинается снеданок. Вот это первое посещение церкви у меня сохранилось на всю жизнь. И уже потом, в зрелом возрасте, я несколько раз посещал церкви и в Новомосковске, и в Киеве, и в Чернигове, но всегда возникало чувство первого посещения церкви в Соленом. Третий отрывок. Ранней весной 1935 года или даже поздней осенью 1934 в Соленом закрыли церковь и начали ее разбирать. Я только помню, как было холодно и грязно, когда к дому Жиженко, где только что поселился Залужный, привезли много досок от разобранной церкви. Доски были длинные, обработанные в шпунт и с одной стороны окрашены белой краской. Из этих досок соорудили забор на усадьбе Жиженко, и он несколько лет поражал всех своей белизной и наводил на грустные мысли всех верующих. Таких заборов в Соленом было много, и это служило очень злой насмешкой над властями, что они, кроме как заборов, из церкви не придумали ничего более путного сделать. Потом уже где-то в 1938-39 году эти заборы кто-то распорядился снять и устроили заборы из обыкновенного леса.